Всем привет! У нас сегодня новый тест. Наконец получилось вырвать эту машину из лап Шкоды. И это новая Octavia. Новая Octavia была представлена относительно недавно, ее показали осенью, практически в начале ноября, но затем коронавирус наложил свой отпечаток, и машины особо тестировать не дали. Была премьера в Праге, но там покататься тоже не давали, поэтому были такие сумбурные впечатления. Кто поснимал вообще снаружи, кто вообще ничего не поснимал, но при этом тест-драйвы особо не проводились. И сейчас без этих тест-драйвов, без прессы, как-то сама машина пошла сразу в продажу. Она вот уже в Чехии катается спокойно. Каждая, чуть ли не вторая машина, это вот Octavia. И сам вопрос оставался в том, во что она превратилась, потому что эта машина, это поколение, это, так сказать, последнее поколение, которое исполняется именно в таком ключе, как шкодовцы сейчас сделали то, что она премиальная идет. Здесь очень много интересных вариантов и опций, некоторые даже впервые для Шкоды ставятся. Но этого не будет в следующем поколении. Ваговцы уже сказали то, что они полностью уберут вот эту вот всю стратегию премиальной Шкоды. Она будет возвращена к истокам, будут обычные доступные автомобили. И явно Октавка от этого тоже пострадает. Это не останется вот этот вот большой, скажем так, корабль. Она станет проще, дешевле и доступней. Тогда как Гольфак получил новое поколение, и все как-то восприняли его не особенно прям, потому что машина такая получилась. Не очень впечатляющая, просто эволюция. Со Шкодой все ровно наоборот, потому что прошлое поколение, оно было каким-то, не очень красивым. Да, оно было в стиле Octavia. Octavia не особенно меняется в дизайне, не особенно меняется в компоновке. Это все так же лифтбэк с пятой дверью, это не седан классический, но при этом даже платформа в этом новом поколении осталась ровно та же самая, база. Длина базы, она ровно такая же, как и в предыдущем поколении, но внешность изменили кардинально. Нет вот этих вот раздельных фар, нет вот этого вот кнопочного интерьера. Здесь уже все на дисплеях, как и в новом Гольфаке. И, в принципе, это мне нравится, что они здесь сделали, потому что они вернулись более-менее к философии первого поколения, может быть, даже второго, которое было, скажем так, много машины, качественной машины за доступные деньги, и при этом качество было на уровне. Некоторые даже выбирали Октавку вместо Гольфака, потому что, сама машина была более удобная, более вместительная и при этом такая же экономичная.
Сегодняшняя машина у нас это Сарай. Сарай, насколько я помню, в России будет поставляться только из Европы. В России их производить не будут. В России обычно производят лифтбеки. И, в принципе, в этом есть свой интерес, потому что Сарай можно заказать с большим количеством опций. Здесь нету фиксированных комплектаций, то есть вы можете выбрать то, что вам нужно. И при этом, как я уже говорил, очень много интересных вещей здесь ввели именно в этом поколении. И их стоит заказать, потому что они недорогие, но при этом здорово влияет на ощущение всей машины, на то, как она ведется, на то, как она вообще, эксплуатация, скажем так, проводится всего этого автомобиля. Но при этом вот сейчас едем на этом Сарае, и как-то не ощущается она большой машиной. Хотя уже она перевалила за 4,5 метра. Сарай, по-моему, даже чуть длиннее. И как-то вот обычная Шкода, обычная легковушка. При этом у нас здесь 1,5. 1,5 на такую большую машину. Это максимум здесь будет 2 литра дизель. Причем в нескольких степенях форсировки. Но именно бензин, он почему-то 1,5-литровый. И это как бы смешно, потому что 1,5 литра на такую тушу, это, конечно, интересно, какой ресурс будет у этого мотора. И 1,5 литра здесь, разумеется, турбированный, потому что атмосфера была бы вообще совсем дохлой. И около 150 лошадей, если я не ошибаюсь. Передний привод, как обычно. Классическая фольксвагеновская платформа. Она управляется вот очень хорошо. Мне нравится вот сама упругость подвески, потому что вот сейчас мы едем вообще по не очень хорошей дороге. И вообще вот эти вот все мифы, то что в Европе хорошие дороги и все прочее. Вот вы видите, как ее сейчас колбасит. Мы едем практически, не слишком далеко от центра Праги, скажем так. И при этом она жует все вот эти вот неровности. Она ее не пробивает на крупных ямах. Руль вот стоит прямо на всех неровностях. Его не дергает туда-сюда. Очень прикольно. Старт and стоп завелся. Как тебя выключить, собака? И при этом кнопки нету старт and стопа. Где ты? Вот как бы я не критиковал 1,5 литра, при этом он все равно едет хорошо. Но стоит выехать только вот на загородную трассу, дать 80-100 км в час, она начинает жрать под 17 литров. Это не совсем понятно почему. Затем, разумеется, оно все устаканивается, становится 8-9 литров. Но все равно это очень много. И если бы я брал эту машину, скорее всего, я бы выбрал лучше дизель. Тем более, как я уже говорил, там 3 степени форсировки одного двигателя. То есть вы можете выбрать хоть там слабенький, чтобы он не жрал, не кушал и эксплуатировался нормально. Или же наоборот, практически 200 лошадей, чтобы она практически в любой ситуации ехала толково.
этом, вот, что бы ни гнали на Шкоду, то, что вот сейчас они взяли, поддались ваговцам и ввели цифровые приборки, дисплеи везде и все остальное, но это удобно здесь, в отличие от той же самой BMW, которая сейчас начинает извращаться всеми возможными методами и способами, где приборы сделаны для хамелеонов, у которых глаза в разные стороны двигаются. Здесь все классическое, здесь все нормальное, нормальные кнопки. Вот я могу сейчас посмотреть, я не знаю, там бортовой комп через вот эту менюшку в своем дисплее. Могу вот здесь вот нормальный дисплей сенсорный с матовой поверхностью, с матовой, не с глянцевой, как некоторые здесь делают. И это толково, потому что вот я сейчас еду, никаких бликов нету. А в некоторых машинах поставят вот этот обдолбанный глянец, который даже при пасмурной погоде идут блики, неудобно, отражается, остаются отпечатки. Здесь отпечатки не видны, потому что, опять же, матовая поверхность. Но вот что меня всегда доставало в шкодовках, в Октавии особенно, я в Супербе не помню, как он рулился, но вот здесь вот этот вот руль, который можно мизинчиками сидеть и рулить, и это не очень удобно на трассе. В городе, да, это удобно, вот я сейчас еду, вот буквально опять вот чуть-чуть дернул руль, и он едет, поворачивает. На парковке это тоже удобно, потому что опять сидишь, крутишь, оно не чувствуется. Но на трассе там, не знаю, буквально чихнул, и что, уже в кювете отдыхаешь. Ну, не очень, конечно, логичная структура. И могли бы добавить, я не знаю, там хотя бы усиление со скоростью 100 км в час, чтобы было хоть какое-то ощущение силы. Но при этом, обратите внимание, он возвращается нормально в центральное положение, вроде бы более-менее даже ощущается машина, но легкий слишком. Вот есть это. Может быть, я, конечно, к Бэхе привык, может быть, еще что-нибудь, но нюанс остается нюансом, как говорится. Что мне нравится здесь, это ощущение более-менее простора. Вначале, когда сел, оно было как-то, не знаю, сидишь как на табуретке. Сейчас более-менее привыкаешь, сиденья удобные, не давят, ничего. И при этом регулировок более-менее достаточно оказалось. При моем росте 185 все равно вот я сижу, есть немного места. У меня еще и прическа, скажем так. И при этом все ложится в руку более-менее нормально. Единственное, что чего не хватает, вот этот вот подлокотник, ты где? Подлокотник просто ушел, и вот как, вот так сидеть? Это тоже не очень удобно. При этом вот здесь вот тоже он какой-то низкий. Это для каких-то длинноруков, что ли? Непонятно. Но при этом, заметь, она в горку хорошо трогается, не глохнет. Я вот на сцеплении выезжаю, и это бензо. Кстати, еще одна вот интересная вещь. Сейчас прямая вроде, двойка, да? А сейчас педаль в пол. И это 1,5 литра.
что-то бурчит, пытается, едет. Прикольно сделали. Не так, то что табуретка вообще, которая не едущая вообще никуда и никак. Разгоняется. Сейчас попробуем, конечно, на трассе ощутить. Что они еще грамотно здесь сделали, то что здесь, ну, это типично для Шкоды, очень много всяких мелочей. В этой двери есть зонтик, в той двери есть щетка для снега, сзади там еще, где лючок бака, там идет скребок для льда. И вот это вот все, оно как бы представляет саму сущность Шкоды. Вы этого не закажете в Volkswagen. Это именно шкодовцы увлекаются такими вещами, как они называют это, Simply Clever. И очень прикольные вещи, они не требуют огромных доплат. Это не так, как, например, не знаю, на каком-нибудь Мерседесе, где вас заставят за подогрев сиденья заплатить 150 тысяч миллионов. Здесь все более-менее разумно. Причем, например, вот тот же самый обогрев сидений, если вы заказываете, то он выходит и передних, и задних. И стоит это всего что-то около, здесь, по крайней мере, около $200. Но при этом всем Шкода это та машина, которую вы не берете для того, чтобы ездить вот так вот. Вот, например, поехал 4 Гран Купе, на ней вы ездите вот так вот. Здесь это машина для вас, это машина для семьи, которую вы взяли. Она просторная, много места, можно сзади детских сидений там понаставить целый ряд, перенарожать. Еще можно и колясок запихать целый багажник, еще можно и на крыше багажник заказать для колясок. И вот этом вот вся Шкода, то что она не для понтов, она вот именно что для семейной, спокойной жизни. И никто вам не будет оборачиваться на улице, то что «О, Шкода, новая Октавия». Вот катаются новые Октавии, и никто на них даже не обращает внимания. То же самое было и с прошлым поколением, то же самое было и с позапрошлым поколением. Может быть, было по-другому с первым поколением, но точно не с этими, с новыми выпусками. Буксует, блин. Резина говно, что ли? Хотя Континенталь стоит. Странно. Стоит заметить еще и значение Шкода слова на чешском языке, потому что это отнюдь не очень хорошее значение слова, но при этом все стабильно выбирают Шкоду, все катаются. Вот сейчас спереди меня едет Рапид, сзади едет Октавка, спереди вон Гольфак едет. Ну, это уже, конечно, не Шкода, но все равно ВАГ. Здесь стабильно все выбирается ваговское. Во всей Европе это так. Вы приедете, вы не встретите всякие Альфа Ромео и все прочее. Это будут Шкоды, Фольксвагены, максимум Сиаты. И при этом, кстати, новый Леон будет интересно посмотреть, потому что это практически та же самая машина, та же самая платформа, то же самое железо, но другой, более красивый кузов с испанским исполнением. И, по-моему, там дали более мощный мотор. Но даже Шкода вот не идеально, потому что, например, вот этот вот руль, они интересно сделали то, что здесь посередине нету еще одной спицы, это двухспицевой руль. Такие раньше ставились на Citroёn, насколько я помню, на Citroёn и односпицевые ставили, но здесь решили вот такой. Его удобно вести вот так вот двумя руками, но при этом зачем вот эти вот глянцевые вставки везде делать? Это не совсем понятно. Но, опять же, с другой стороны, стоит учесть то, что здесь в интерьере глянца вообще минимум. Здесь вот текстильные вставки есть, матовый пластик сверху шершавый, есть вот немного глянца вокруг дисплея, но его кто будет лапать вообще вокруг дисплея? И, в принципе, на этом все, как бы, все более-менее аккуратно, нет вот этой вот одержимости глянцем, то, что его напихать во все возможные щели и везде, где можно. Посмотрите на новый S-класс, какой там интерьер будет. Все глянец, все сенсорное, везде все блестит. Здесь же более-менее разумно.
Другой нюанс, который я не совсем понимаю, это вот эта машина, вот этой комплектации стоит примерно, ну, скажем, 30-35 тысяч долларов. И при этом вы в этой машине получаете сенсорный дисплей, у вас всякие ассистенты, все прочее, даже багажник на доводчике, если это кого-то удивит, USB-C-шные зарядки. Но вот здесь вот эти вот вкладки, они до сих пор не закрыты пластиком. Ну что это такое вообще? Непонятно, на чем экономят. Они решили сделать проекционную панель, но не сделали вот эти вот пластиковые проставки, которые бы закрыли этот цвет кузова, и оно бы не смотрелось так дешманско. Не совсем понятно, кто вообще у них этим заведует и кто это делает. И при этом даже на позорной бэхе единички, двойки вы будете иметь вот этот вот пластик вот здесь. Здесь же вы будете пялиться, чтобы не забыть, какой у вас цвет кузова, если вы вдруг не смотрите на капот. А что ты? Что с тобой? Сейчас начал. Здесь, походу, идет еще ассистент соблюдения полос на дороге, скажем так. Я знаю, это неправильно звучит, но моя по-русски не говорит. Но при этом он начал меня легонько пододвигать, чтобы я не нарушал разметку. То есть пока у меня не был включен поворотник, он мне не давал перестраиваться. Прикольная система, тем более на машине цена начинается на эту Шкоду от 20 тысяч долларов, 25. И при этом вы можете заказать эту систему за более-менее разумные деньги. Было около, по-моему, 500 долларов. Что, в принципе, нормально. И особенно если посмотреть на конкурентов, за сколько они предлагают. Я стоимость опций перечисляю, но на самом деле она, конечно, не все так радужно, потому что вначале вы получаете вообще дрободан. В прошлом поколении Octavia можно было взять с веслами сзади. Я, честно говоря, даже не знал и не думал, что в 2019-2020 году производятся машины с ручными стеклоподъемниками. Это вообще меня немного убило, но здесь вот катаются такие такси, катаются такие корпоративные машины, катаются частники, если вы хотите сказать, что это специальная комплектация для организации. И вот с этой Octavia это не совсем понятно, честно говоря, я не видел пустышку. И интересно было бы посмотреть, что там вообще из себя представляет. Внешне при этом отличия по комплектациям, они не такие явные. То есть будут противотуманки отсутствовать. Будет там, не знаю, сзади еще противотуманки тоже убирается в базовой комплектации. Но это не настолько критично, чтобы из-за этого не выбирать машину. И вот почему я, собственно, весь этот разговор начал, то что когда вы начинаете добивать это все вот этими опциями, начинаете заказывать вот это вот недорого, вот это вот недорого, вот это вот тоже возьму, люкс, стеклянная крыша, и в итоге у вас Octavia вытягивает на 50 тысяч евро. Octavia. За 50 тысяч евро, я думаю, не нужно напоминать, что можно купить, и при этом это просто Octavia. Есть еще RS, есть еще Scout, которые будут еще дороже.
Но все равно Шкоду берут. Шкоду прям раскупают. Здесь на Октавию очередь хорошая. И виной этому не коронавирус, виной этому спрос. Чехи поддерживают свой автопром. Они берут Октавии, они берут Фабии, Рапиды. И вы можете видеть это на улицах, все катаются на них. Но при этом, как я уже говорил, это не та машина, которую вы выберете сердцем. Это та машина, которую вы выберете калькулятором. И при этом у вас не будет там, не знаю, множества эмоций, вы будете кататься, она будет надежная, здесь спору нет. Она будет удобная, здесь опять спору нет. Но вам не будут даваться какие-то эмоции в комплекте, не будет, скажем так, впечатление, то, что вы ведете какой-то аппарат специальный. Это просто машина, просто средство передвижения спокойное, которое не доставляет вам каких-то неудобств, не докучает вот этим постоянным рычанием сзади или спереди. Может быть, оно есть и на РС-ке, но на обычной Шкоде этого нет. Но при этом смотрите, как поставили звук полторашного двигателя. Он что-то пытается там показывать, то, что он есть под капотом. Ну и в целом, какой вердикт вообще можно поставить этой машине? Мне кажется, это то самое поколение, которое они успели сделать нормально. Это именно та Октавия, которая должна была быть в прошлом поколении. Не вот это вот четвероглазое чудо, а именно вот такой спокойный дизайн. И тогда как, например, опять же, немцы, баварцы и немцы из Штутгарта, они извращаются со своими дизайнами, и всем остальным шкодовцы решили сделать более-менее спокойный дизайн. И, кстати, к баварцам ушел предыдущий шкодовский дизайнер. Как бы дальше додумайте сами, как говорится. И вот это вот поколение, как я говорил, оно вот именно то самое, которое стоит брать, которым стоит задуматься о покупке. Если вы хотите спокойный семейный автомобиль, вам не интересен спорт на дорогах, вам интересно, чтобы было много места, вам интересно, чтобы вот здесь вот была USB-C-шная зарядка, причем в количестве 2 штук, и вы не доплачивали там состояние или стоимость нового айфона. Вот это вот вся суть Шкоды. Это не машина для эмоций, повторюсь. Это машина для того, чтобы вы были спокойны. Вроде бы для России обещает оставить стандартную моторную гамму, поэтому интересно будет, конечно, как они настроят подвеску, потому что здесь подвеска предлагается в 3 уровнях комплектации: и спортивная, нормальная, и для плохих дорог. И все это минус 15 миллиметров, насколько я помню, плюс 15 миллиметров. И стандартная, она около 14 сантиметров, что-то типа такого. Ну и на этом, в принципе, наш обзор заканчивается. Буду... Вот, видите, как люки она собирает. Буду рад услышать ваше мнение. Обязательно его пишите вот здесь, в комментариях ниже. Если видео понравилось, то обязательно нажимайте лайк, потому что это помогает расти. Честно скажу, с Defender у нас был косяк, то что немного видеоряда было. Надеюсь, это видео понравится вам больше. Ну и увидимся в следующем обзоре. Спасибо за просмотр и пока!